Всех приветствую! Сегодня хочу заняться своим малышом. Хотел, конечно, начать с карбюратора, но с ним проблемки вышли с доставкой с Али. Первый не дошел, вот сейчас жду второй карбюратор. Знал бы, что так получится, наверное, все-таки тут купил бы. Может, подороже, но зато быстро. Поэтому, чтобы не терять время, хочу попробовать подзажать сегодня этот мотор. На Ханкае это хороший результат дало, и скорость повысилась, а главное экономичность, особенно в режиме троллинга. Сейчас даже так получается, что вот этот малыш ест почти так же при троллинге, как Ханкай 6. У него бачка хватает на 4,5 часа, полного бачка, а на Ханкае хватает на 9 часов, но у него и бачок как бы в 2 раза больше. Это меня очень удивило, я почему-то думал, что он жрать будет поменьше. Чтобы добраться до головки блока, придется снять стартер, так, бак, что у нас еще тут, коммутатор висит на головке, в принципе все, сейчас этим займусь. Разобрал, пришлось 8 болтиков выкрутить, все они на синем фиксаторе стоят, ни одного гровера в этом двигателе нету. Я обратил внимание, что прокладка-то на герметике стоит с завода. А это не просто так, на заводе просто так ничего не делают. Значит, какие-то проблемы были с этой прокладкой. Теперь можно замерить зазор между поршнем и головкой. Буду использовать припой для начала. 2 мм. Двух миллиметров не хватило, надо припой побольше брать, потолще. Куда жать этот двигатель точно есть. Вот теперь коснулось. Можно попробовать измерить. Так, получилось 2,2 мм зазор. На всякий случай измерил 3 раза. Всегда 2,2, 2,3 получается. Поэтому, думаю, на этой цифре можно и остановиться. И кто будет мерить, не забывайте, что надо вот так измерять. По пальцу. То есть вот так не измеряем. Только вот так. Прокладка реально на герметике стоит. Причем герметик-то не жалели. Часть герметика вон аж прямо в камеру сгорания, в цилиндр вылезла он. Можно еще кубатуру двигателя проверить. А то многие сомневаются, сколько ж в нем кубов. Так, поршень в нижней мертвой точке. Так, сколько тут? 39 с чем-то. Но у поршня недоход. Не буду измерять, поверьте на слово. Тут вот миллиметр с копейками как раз. То есть ход 38 миллиметров. А диаметр поршня 45 миллиметров. Тоже приблизительно. То есть можно прикинуть на калькуляторе. 60 кубов тут точно есть, 61 нету, но это принято так округлять. Поэтому производитель все честно написал. А в инструкцию можно не смотреть, где там про 50 кубов написано. Не знаю, наверное, видно, насколько поршень ниже окон опускается. Такое впечатление, что ход поршня увеличили, а цилиндр, в принципе, от 50-кубового двигателя остался. В теории можно было бы с окнами немного поработать, но не в данный момент. Сегодня только степень сжатия. Как я говорил, буду поэтапно все делать. Ну и разбирать двигатель прям сегодня неохота. Головка подрезана, полировать в этот раз не стал. Тут, конечно, снимать много придется. Опять разожму мотор. Не очень мне нравится. И на поршень посмотрел. Пусть тут все такое будет. Только вот эту острую кромку, конечно, подубрал. Ну а так, в принципе, можно собирать уже все. Прикрутил головку. Добавил все-таки герметика, как было с завода. Ну только поаккуратнее все сделал. Тоненько-тоненько так герметик добавил. Потом была проблема, с каким усилием затягивать эти болты. У меня давно валяется в гараже табличка, посмотрел по ней. Там написано, что болты 10,9 в алюминии закручиваются с моментом 14 ньютонов. Закрутил, потом думаю, дай-ка проверюсь. И посмотрел по книжке Yamaha.
А там написано 10 ньютонов. То есть получается немного борщанул. Но опять глянул свою табличку. У меня написано, что 8,8 болты 10 ньютонов затягиваются, а 12,9 все-таки 14. Вот не знаю, может на Ямахе болты 8,8 стоят. Ну или все-таки борщанул. Но будет так, 14 ньютонов. Двигатель полностью собран. Можно в принципе ехать испытывать. Сегодня что-то ветер сильный. Первый запуск, волнительный момент немножко. Так всегда после любых доработок. Ну, завелся, как всегда, хорошо. Сейчас прогрею немножко. Веревочку, конечно, надо срочно 4 миллиметра ставить. Надоедает уже, без раз закусывает ее. Ну и думаю, можно попробовать замерить. Докатался, вот такая беда случилась. Блин, как злят эти любители сеток, особенно которые на таких озерах ставят, где ни рыбы-то уже толком нету, выбитая, оно малюсенькое, испытательный полигон, чисто люди купаются. Нет, надо было сети поставить. Еще поставили так, одно дело, когда с бутылками стоят, хоть видно, объезжать можно, а эту нет, так, скрытненько поставили. Я ее заметил, когда вот уже 2 метра оставалось, не успел дотянуться, мотор хотя бы заглушить. Блин, еще и ножа нету сегодня. Всегда с собой ношу. Сегодня вот выложил, и на тебе сетка. Наверное, винт надо снять. Как это теперь? Отодрать все. Нифига, сколько накрутило-то. Но двигатель-то аж заглох. Ну и как-то вообще случилось все моментально. Интересно. Вот такой получился результат сегодня. Результат нулевой. Но нулевой это тоже результат все-таки какой-то. Что-то душит, что-то держит очень сильно этот мотор. Не знаю. Надо зажигание, наверное, посмотреть. Потому что его еще так может ограничивать сильно? Или воздух, или зажигание. Надо и тем, и тем. Карбюратор у меня почти пришел. Что-то очень неудачно так получилось там. Первая потерялась посылка по пути, вот сейчас вторая доходит. А зажигание, в принципе, уже можно посмотреть. И что-то там, может быть, придумать. Ну а так, на сегодня у меня все. Всем до скорого, всем пока.